Приветствую вас, друзья! Меня зовут Михаил, и в данном видео я хочу поделиться с вами списком инструментов или приспособлений, которые я купил за все время работы с мягкой мебелью на Алиэкспрессе. Эти штуки стоят сущие копейки, но, по крайней мере, лично мне реально помогают в работе. Наверняка что-то из этого списка можно купить и у нас в строительных магазинах, но у нас это на порядок дороже и качество на порядок хуже. Все ссылочки на эти инструменты я оставлю в описании под данным видео. Итак, начнем. Первое в нашем списке – это магнитный браслет на липучке. Он одевается на запястье, и с ним очень удобно работать, когда речь идет о каких-то больших деталях, например, изголовье кровати. Когда нужно ходить вокруг стола, мы просто берем, намагничиваем на него саморезы, либо скобы, либо и то, и другое, и у нас как бы все под рукой. Реально очень удобная штука. Всем рекомендую. Работа с мягкой мебелью зачастую постоянно подразумевает под собой работу с клеем для поролона. Клей для поролона очень клейкий, он очень плохо оттирается, поэтому, когда мы с ним работаем, мы всегда одеваем перчатки. Если брать обычные строительные перчатки, в них работать неудобно, поскольку вы не чувствуете, что делаете это, во-первых. Во-вторых, на них постоянно налипает клей с кусочками поролона, и буквально там на второй раз перчатка уже превращается в такую варежку, которой просто неудобно работать. И я уже давно пользуюсь латексными перчатками. В них вы очень хорошо чувствуете, что делаете. Их хватает на несколько раз использования, но если побрызгать их предварительно еще силиконом, то клей вообще прилипает по минимуму к ним. И их может там хватить на 3-4 раза. Плюс ко всему прочему, эти перчатки можно использовать абсолютно для любых грязных работ. Очень удобная штука. Итак, идем далее. Как-то раз в магазине я наткнулся на биту с магнитной насадкой за 250 рублей. После ее покупки и попробовав попользоваться ей, моему разочарованию не было предела. Полное фуфло. Через какое-то время я наткнулся на Алиэкспрессе вот на такую вот магнитную насадку на биту. Всего лишь за 50 рублей. Соответственно, заказал их 5 штук и могу вам пояснить, в чем разница. Значит, насадка с Алиэкспресса, она очень большая, с очень мощным магнитом. Ее можно одеть на абсолютно любую биту. PH1, PH2, PH3. Также можно ее одеть на шестигранники. Ну, в общем, куда угодно. И с ней реально удобно работать. В отличие вот от этой вот с наших строительных магазинов, которая нифига не магнитит. Плюс ко всему, вот это несъемное, есть еще съемные. Они маленькие и они очень быстро теряются. В общем, за такие деньги отличное предложение, также всем рекомендую. Если вы занимаетесь мягкой мебелью на заказ, наверняка и у вас также мягкие стеновые панели достаточно ходовой товар. Для того, чтобы закрепить мягкую стеновую панель, нужно просверлить отверстие в стене перфоратором. Когда мы сверлим перфоратором стену, из-под сверла сыпется пыль. Она сыпется на пол, на ковер, вам на ноги. А иногда бывает так, что вообще нельзя, чтобы она сыпалась, поэтому надо просить помощника или кого-то, чтобы подержали пылесос над сверлом. Так вот, чтобы упростить эту задачу, я нашел на Алиэкспрессе вот такой вот чехол, который одевается на перфоратор. Когда вы сверлите, вся пыль попадает сюда. Вообще нет ничего страшного, даже если вы там где-то намусорите, заказчик на вас не обидится. Но если вы сделаете все четко, аккуратно и без пыли, ну это же прекрасно, согласитесь. В общем, рекомендую. Must have to everybody. Если вы занимаетесь не только изготовлением новой мебели на заказ, но и ремонтируете старую, то наверняка знаете, что прежде чем что-то починить, нужно это разобрать, а затем собрать. Так вот, иногда бывают моменты, когда в какой-то старой мебели очень тяжело подлезть к какому-то болту или саморезу. У меня на этот случай есть 3 вот таких вот штуки. Первое – это угловая насадка для шуруповерта и вот такой вот кардан. Тоже для шуруповерта. Также я еще использую гибкий вал, но у меня их было 2 штуки, и все они сломались. Не знаю почему. Вот заказал сейчас 3-й. Посмотрим, как долго он проживет. На самом деле эти штуки я использую не очень часто, поскольку ремонтов бывает не очень часто. Но было именно пару таких моментов, когда вот, ну, без этого было бы прям очень тяжело. Поэтому стоят они недорого. Даже если оно понадобится один раз, оно окупит себя. Поскольку тема зашла о ремонте мягкой мебели, когда мы разбираем у заказчика диван, например, или собираем, там всегда присутствует множество всяких болтов на 10, на 12, на 14 и так далее. Можно крутить это обычным ключом. Это очень долго, ну, и несовременно уже, скажем так. Удобнее всего крутить это головкой с помощью шуруповерта. Для того, чтобы вставить головку в шуруповерт, нужен вот такой вот маленький переходничок. И
по какому-то закону подлости, когда приходишь к заказчику и начинаешь искать этот переходничок, то оказывается, что он куда-то делся, и его нет. Поэтому приходится крутить в лучшем случае трещоткой, в худшем случае обычным ключом. Честно говоря, мне это очень сильно надоело, и я нашел на Алиэкспрессе вот такие вот насадки. Они уже сразу идут под шуруповерт. И самый главный их плюс еще заключается в том, что они длинные. То есть мы можем не только болты ими откручивать, но и можем откручивать гайки, которые у нас накручены на болты, и болт торчит прилично. Вот. Очень удобно. Я купил себе целый набор. И головки теперь практически с собой не ношу, просто они не нужны. Ну а если вам требуется открутить болт и приложить к этому большое усилие, вот здесь вот на насадке есть грани. Можно вставить насадку на болт, соответственно, и ключом открутить. Удобно. При сборке и разборке мебели бывает так, что шляпка болта, которую нам нужно открутить, находится в плохом состоянии. То есть грани у нее слизаны, и подцепить ее ни головкой, ни ключом не получается. Такое, конечно, бывает очень редко. Так же, как и редко бывает такое, что вроде бы и болт на 10, но ключ на 10 почему-то большой, а ключ на 9 маленький. Так вот, как раз для этих случаев есть вот такая вот супер насадка для болтов до 17. Она крутит вообще все, что угодно, лишь бы было за что зацепиться. Единственное, что она не сможет открутить, так это если шляпка идеально у нас ровно круглая. В этом случае, да, уже проблема. Вот. Ну, и если у вас нету подходящей головки, вот, пожалуйста, до 17 размера любой болт ей можно открутить вообще без проблем. Стоит она недорого также. У меня и две штуки. Одна вот для трещотки, другая для шуруповерта. Следующее в нашем списке — это дисковый нож для ткани. Вообще он предназначен для того, чтобы им резать мягкую кожу. Но наш кожзам, вот эту китайскую клеенку, он тоже очень хорошо режет. Долго думал, покупать его или не покупать. Стоит он порядка 600 рублей вместе с лезвиями. Ну, в общем, попользовавшись им некоторое время, я понял, что удобно пользоваться им, когда вы под линейку нарезаете какие-то ровные детали, там, отрезки там, для подушек, например, и так далее. Ножницами это делать дольше. Но когда дело касается каких-то окружностей, вот здесь уже проще работать ножницами. Хотя, наверное, это дело привычки. Если попользоваться им больше, возможно, руки привыкнут. Хотя для того, чтобы идеально ровно отрезать им окружность, у вас должно быть всегда острое лезвие и очень ровная поверхность, на которой вы режете. Итак, идем далее. Периодически мне приходится работать с металлом. И иногда бывает такая задача сделать отверстие, в которое впоследствии будет закручиваться болт. Для этого, как вы знаете, нужно просверлить сверлом отверстие, далее нарезать метчиком резьбу и закрутить болт. Но можно сделать это проще, если у вас есть вот такие вот сверла. Значит, ими вы сверлите отверстие, и они сразу же нарезают под них резьбу. И сразу просверлили и закручиваем болт. Офигенная штука, продаются они комплектами, стоят недорого, всем рекомендую, кто работает с металлом. Четко. Следующая штучка будет полезна тем, кто сам шьет на швейной машинке чехлы. Как вы знаете, когда мы сшиваем две детали между собой и вытаскиваем их из-под лапки, нам нужно отрезать две нитки. Одна нитка идет со стороны иглы, другая снизу из челнока. Соответственно, под рукой всегда должны быть ножницы. Но вот у меня почему-то получается так, что когда они нужны, они находятся на другом конце стола. Нужно все бросить, пойти взять ножницы и отрезать эти нитки. Одно время я даже привязывал эти ножницы рядом с машинкой, чтобы никуда их не унести, но в конечном итоге это оказалось также неудобно. И совершенно случайно на Алиэкспрессе я нашел вот такую вот маленькую штучку, которая одевается на палец. И здесь такое маленькое лезвие. Поэтому, когда я что-то шью, я одеваю вот эту вот фигню, практически не замечаю ее у себя на пальце, она никак не мешает работать. Классная вещь, стоит вообще копейки. Всем, кто шьет, рекомендую иметь. Итак, когда мы собираем каркасы для мягкой мебели на бруски или фанеру, на саморезы, прежде чем закрутить саморез, нам нужно засверлиться, а уже потом закручивать саморез. На этот случай хорошо иметь два шуруповерта или шуруповерт и дрель, чтобы не менять постоянно биту на сверло. Ну, у меня в какой-то момент был один шуруповерт, поэтому я залез на Алиэкспресс и нашел там вот такую вот штуку. Она крутится. С одной стороны у нас сверло,
с другой стороны вставляется бита. Но, попользовавшись какое-то время, понял, что это полнейшая фигня, хотя отзывы были очень даже хорошие об этом инструменте. Вот. Но, возможно, беда в том, что мне он пришел немножко гнутый. То есть, когда он крутится, у него есть некоторый люфт. Возможно, поэтому он мне показался неудобным. Я не стал возвращать деньги с Алиэкспресса для того, чтобы вот его показать вам. Итак, друзья, Алиэкспресс очень большой, и там очень много всяких полезных штучек и инструментов. Если у вас есть что-то интересное, скидывайте ссылочку в комментарии, это будет полезно и мне, и людям, которые посмотрят данное видео. На этом у меня сегодня все. Все полезные ссылки вы найдете в описании под этим видео, в том числе и ссылки на те товары, о которых мы сегодня говорили здесь. Также не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Это очень большая мотивация для создания новых интересных роликов. На этом все. С вами был Михаил Теремков. До новых встреч!